Приветствую тебя, мой друг. Рад, что ты зашел на канал Food Court. Болгарская луканка. Аутентичная сыровяленая колбаска. Свино-говяжья. Я не знаю, доводилось ли тебе ее пробовать, но эта колбаска когда-то снесла мне мозги. Не знаю кто как, но болгары точно знают толк в колбасных делах. И в этом видео я покажу тебе настоящий аутентичный рецепт этой колбаски. Итак, давай начнем с мяса. 3 вида мяса используются в этом рецепте. Свиная грудинка, жирная. Говядина высшего сорта, нежирная. И нежирная свинина – это лопатка. Здесь ровно по 1 килограмму каждого вида мяса. Это мясо уже прошло предварительный посол. Ровно 72 часа оно солилось в вакууме в холодильнике при температуре 2-4 градуса. Слегка я его подморозил. Посолочная смесь 25 грамм на 1 килограмм нитритной соли с содержанием нитрита натрия 0,6% и плюс 2 грамма сахара на 1 килограмм мяса. Смотри, что по набору специй, мой друг. 2 вида перца. Обычный черный молотый перчик и перчик душистый горошком. Я потолок его в ступке, раздробил. Значит, кроме перчиков здесь есть кардамон, тмин и сухой гранулированный чеснок. Точную граммовку я укажу в описании под этим видео. Так, теперь я пропускаю мясо через мясорубку. У меня решетка с отверстиями диаметром 6 мм. Мясо я предварительно хорошо подморозил, для того, чтобы структура была зернистая, а не давленная. Итак, я переложил перемолотый фарш в более большой тазик, чуть побольше емкость, вношу специи, и теперь мне предстоит минут 15-20 усиленно трудиться. Ручками. 10-15 минут тщательно перемешивать мясо. Сегодня, конечно, я драканул. Обычно я использую планетарный миксер, такой домашний тестомес. А тут я решил вот это повыпендриваться. Посмотри, за 15 минут мне удалось выбить даже волокна. Именно эти мясные волокна позволят мне получить монолит, плотно связанный мясной фарш. Ну вот, в принципе, и все с фаршем. Теперь я заполнил колбасный шприц и буду набивать колбасную оболочку. Для болгарской луканки я взял говяжью череву, натуральная оболочка, диаметр 42-45 мм. Говяжья черева, конечно, отличается по качеству от свиной. Она более жесткая, более прочная. И вот теперь я, нарезав по 45 сантиметров кусочки говяжьей черевы, буду набивать фарш в эту оболочку и формировать колбаски. Ну вот, в принципе, все. Процесс набивки закончен. Если у тебя, друг, нету колбасного шприца, ничего страшного. Вполне спокойно можно набить эту колбасу через мясорубку, используя специальную колбасную насадку. Так, теперь эта колбаска пойдет в холодильник на усадку на сутки при температуре в холодильнике где-то 2-4 градуса. Затем я ее поставлю под пресс еще на сутки в холодильнике. И затем проведу первое санитарное холодное копчение. То есть буду коптить на холодном дыму при температуре 26 градусов где-то 5-6 часов. Итак, прошло 3 суток. Вот результат, как выглядит колбаска после первого санитарного копчения.
Коптил я 6 часов, температура была где-то 26-28 градусов. Никакой у меня особой коптильной камеры нет, обычная большая картонная коробка, ленточный дымогенератор типа улитка и опилки у меня бук. Мелкая фракция там 0,1-0,3 мм. Прекрасный запах, колбаса прекрасно подкоптилась и теперь ее ждет процесс потери веса. Худеть болгарская луканка будет у меня в обычном бытовом холодильнике. Температура в холодильнике где-то 6-8 градусов будет, и влажность там будет примерно 65-70%. Когда колбаска потеряет в весе примерно 30%, я проведу еще одно холодное копчение. И затем она у меня уже будет доходить до готовности, до потери веса 38-40%. Ну а потом мы ее попробуем, посмотрим на результат. Так, вот колбаска после копчения провисела 2 недели в проветриваемом помещении. По температуре ночью 12, днем 16 градусов. Влажность, наверное, 78. Она потеряла 35% веса. Вот. И сейчас она еще мягкая. Я ее запрессую. И на 5 дней она пойдет в холодильник. А потом мы ее сделаем контрольный взвес и отправим в вакуум на созревание. В холодильнике бы она, конечно, медленнее бы сохла, потому что там ниже. Тут в подвале более высокая. Теперь мы будем ее прессовать. Вот такие вот досточки. И мы сейчас ее запрессуем. По 5 штучек. Вот так. Ну вот и все готово. Такая нехитрая конструкция. И сейчас эта колбаска отправится под прессу в холодильник. Я думаю, на 5 суток ей будет достаточно. Ну вот, в принципе, все. В общей сложности прошло 42 дня. Колбаска потеряла в весе 38%. Дважды она коптилась. Дважды она прессовалась. И вот такой у нас получился результат. Болгарская луканка. Ну а теперь осталось проявить немножко еще терпения. Колбаска практически готова. Ровная плотная консистенция у нее. А теперь я ее запакую в вакуум. И еще на пару недель отправлю на созревание. Влага перераспределится. И я думаю, что это будет совсем другой результат. А вот эти вот 3 колбаски я оставлю еще на 10-15 дней до потери веса 45%. Ну что, друг мой, вот такая себе болгарская луканка. Сыровяленая колбаска. Приготовить ее своими руками, собственно, не составляет никаких проблем. Висит там она себе потихонечку в холодильнике, худеет. Ну а пришло время, колбаска созрела. Да, колбаска получилась просто замечательная. Консистенция плотная, монолитная, рисунок красивый. Настоящая сыровяленая болгарская луканка. Ты только посмотри, какой рисунок. Закала нет. Ну и на вкус, конечно, она специфическая, аутентичная. Именно кардамон и тмин делают эту колбаску узнаваемой. Вот, в принципе, и все. А тебе, друг мой, осталось поставить лайк и подписаться на канал.